Покушение на Зеленского. Комментарий России о возможной капитуляции. План Зеленского наладить контакт с Трампом провалился с треском. Однако США все же рассматривают введение новых санкций против Москвы, заявление из Вашингтона. Военное завершение конфликта исключается. Россия требует территории, которые ей не принадлежат, а Украина не в силах вернуть утраченное, как Госдепартамент объяснил действия Трампа. Покушение на Зеленского. Кто стоял за попыткой и где это случилось? И почему в РФ снова говорят о капитуляции Украины? Что стоит за этим? Всем привет! Это канал ProTech, только главное, ясно и по существу. Если у вас есть мнение, пишите его в комментариях и отвечайте на мои вопросы. Поехали! Место противостояния – Балтийское море. В Литве заявили, что воды Балтики превратились в зону гибридного конфликта. Там недавно завершилась крупная операция по разминированию под названием Open Spirit 2025, где участвовали военные корабли, водолазы и автономные аппараты из 13 стран НАТО. Задача – поиск и обезвреживание боеприпасов времен мировых войн, а также проверка подводной инфраструктуры на уязвимость. Во время миссии, начавшейся 9 мая, специалисты обнаружили 4 боеприпаса, 3 мины и 1 торпеду, а также зафиксировали более 500 объектов на морском дне. Все данные внесены в специальный реестр. Но речь не только о прошлом. Командование ВМС Литвы подчеркивает, что напряженность в регионе, включая повреждение кабелей и задержание судов, требует постоянного контроля. Гедрюс Пременецкас, глава ВМС Литвы: никому не секрет, что Балтика стала ареной гибридных операций. Случаи повреждения важнейшей подводной инфраструктуры, инциденты в Финском заливе и действия так называемого теневого флота только усиливают нестабильность. Присутствие НАТО, особенно учения в исключительной экономической зоне и территориальных водах Литвы, предотвращают подобные действия извне. В то же время Москва комментирует события в Балтийском регионе. Я упоминал это в предыдущих выпусках. Речь о попытке Эстонии задержать судно из российского порта и о том, как Россия ответила тем же. МИД РФ направил соответствующее сообщение странам Прибалтики. Мария Захарова, представитель МИД РФ: с точки зрения международного права, в открытых водах Балтики за пределами территориальных морей действует, возможно, малоизвестный для некоторых принцип «свобода судоходства», который позволяет находиться там судам любых государств. Попытка Зеленского получить поддержку Трампа обернулась фиаско. Он пошел практически на все уступки, которых добивался бывший американский лидер, но это не принесло ему дивидендов. Об этом сообщает Wall Street Journal. Издание пишет, что Зеленский согласился на немедленное прекращение огня, предложенное Трампом, подписал соглашение о поставках редкоземельных металлов, что было условием Вашингтона. И даже принял участие в переговорах в Турции, организованных по инициативе Москвы. Тем не менее, Трамп, согласно информации, вновь выразил солидарность с позицией Путина: сначала переговоры, потом прекращение боевых действий. По всей видимости, Трамп поддержал российский план, согласно которому прекращение огня возможно только при принятии условий Москвы, что фактически означает зависимость Украины от РФ. Госдепартамент взял на себя ответственность. Госсекретарь Рубио заявил, что пресса, Европа и украинская сторона неверно трактуют позицию Трампа. Он, по словам Рубио, не делал уступок России. Путин, как утверждается, по-прежнему ощущает давление санкций со стороны США, которые никто не отменял. Украина продолжает получать вооружение от США и их союзников. Более того, Вашингтон ищет дополнительные батареи «Патриот» в арсеналах других стран НАТО, чтобы передать их Киеву. Госдепартамент уточняет, санкции против Москвы возможны, но сейчас идет диалог. Военный путь урегулирования исключен. Марко Рубио, госсекретарь США: по вопросу Украины существует общее понимание, конфронтация не решится военными средствами. Это должно быть политическое урегулирование. Проблема заключается в том, что Москва требует чужие территории, а Украина стремится вернуть свое, но не способна сделать это силой. Вот в чем суть. В украинской столице считают, что ключом к переговорам является усиление давления на Россию. В офисе президента уверены: без жесткого внешнего давления Путин не согласится на конструктивный диалог. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на советника главы офиса Михаила Подоляка. Михаил Подоляк: Украина открыта для переговоров, но при условии, что они будут соответствовать нашим национальным интересам. Если Россия предлагает только ультиматумы, то необходимо находить эффективные способы влияния. ЕС недавно одобрил уже 17-й пакет ограничений против РФ,
в Брюсселе заявляют, что новые меры направлены против нелегальных схем транспортировки нефти и одного из крупнейших нефтепроизводителей России. Андрей Сибига, глава МИД Украины. Нужно пойти еще дальше. Цена на нефть должна быть ограничена на уровне $30 за баррель. Также следует ввести санкции против банков и финансовой системы РФ, включая Центробанк. Москва отреагировала. Захарова напомнила о переговорах в Стамбуле и заверила, что Россия открыта к диалогу, несмотря на действия ЕС. Мария Захарова, представитель МИД РФ. После встречи в Стамбуле Зеленский и его европейские партнеры вновь заговорили о санкциях. Прозвучали заявления, что России нельзя доверять, и она якобы должна быть наказана за отказ принять требования о 30-дневной паузе в боевых действиях, представленное как шаг к миру. Но Россия не отвечает на ультиматумы. Что хочет Россия? Как россияне оценивают диалог между Кремлем и Белым домом? Какие настроения преобладают? Далее, мнение жителей России и Украины о телефонном разговоре Трампа с Путиным. Начнем с москвичей. Сергей Мазалов, Москва. В любом случае найдем общий язык, то ли с ними, то ли они с нами. Все равно договоримся. Думаю, Трамп и Владимир Владимирович поймут друг друга, это точно. Все хотят жить спокойно. Тимур Умхаев, Москва. Думаю, переговоры прошли с пользой для нас. Россия – лидер. Мы впереди. А теперь, что думают в Киеве о диалоге Трампа с Путиным, о котором активно пишет мировая пресса. Светлана Кус, Киев. Хочется, чтобы Трамп был решительнее. Слишком много слов, а действий – минимум. Говорить с Путиным нужно с позиции силы. Только жесткие меры, вроде санкций, могут дать результат. Ирина Гаврилова, Киев. США и РФ заинтересованы в этом. А Украина остается в стороне. Никакой выгоды. Это все бесполезно. У Украины слабая позиция, и ситуация только ухудшается. И несмотря на переговоры, накануне Медведев неожиданно заявил, что в Киеве нет легитимных лиц, способных подписывать мирный договор. Это намек на старую позицию РФ, не признающий полномочий Зеленского. Медведев также добавил, что существует два варианта: переговоры, учитывающие нынешнюю реальность, либо капитуляция. Дмитрий Медведев, замглавы Совбеза РФ. Но нужно помнить, что есть и второй путь, о котором мы уже говорили, безоговорочная капитуляция. Такая форма окончания конфликта признана международным правом. И в нашей стране она многим ближе. Кроме того, стало известно о готовившемся покушении на Зеленского. В Варшаве передан в суд обвинительный акт в отношении гражданина Польши по имени Павел, которого завербовали российские спецслужбы. Он собирал информацию, способную помочь при планировании покушения на Зеленского. Задержали его еще в апреле прошлого года. Его целью был аэропорт Жешув-Ясенко, откуда осуществляются военные перевозки, из которого часто вылетает президент Украины. Подробности дела публикуют польские СМИ. Он собирал данные о мерах охраны аэропорта Жешув-Ясенко. Эти сведения могли быть использованы при подготовке к покушению на президента Украины, пояснила прокурор Катажина Цалов-Яшевска. Напомню, сам Зеленский ранее утверждал, что за время войны на него было минимум 10 попыток покушения. А в этом году он сообщил, что в одном из таких случаев в его офисе погибли люди, имена не раскрывались. Спасибо всем за участие, комментарии и поддержку. Все события недели собраны в отдельный плейлист. Переходите и смотрите. До встречи!